Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам. Я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно. Поэтому, если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой прикольный необычный свитерок. Вяжется он очень просто. Он состоит из двух частей. Смотрите, вот это у нас шестиугольники. Принцип немного похож чем-то, когда мы вязали вот эту вот рубашечку красную летом. Там тоже в основе рубашки лежат два шестиугольника. И потом просто довязываем нужную длину по низу, вывязываем резиночки, как обычно, и горловину. Несколько месяцев назад в Пинтересте мне попалась на глаза вот эта вот фотография этого свитерочка. Мне он так прям приглянулся. И вот дошли руки его связать. Я результатом очень довольна. Такая необычная модель, не какая-то не банальная. Что касается пряжи, это самая обычная Alize Lana Gold. В 100 граммах 240 метров. Состав 50% акрил, 49 шерсть. Я использовала цвет черный 60 и цвет белый 55. Точный расход, как обычно, я напишу в описании под видео. Я использовала крючок номер 5 и при этом вязала достаточно свободно. Вы можете использовать любой 4,5, 5, 5,5, даже 6. После предыдущих мастер-классов, там где мы вязали, например, тоненьким крючком, либо где мы вязали плотные столбики без накида, вот этот мастер-класс покажется максимально простым. Он, кстати, этот свитер вяжется очень просто. Если без напряга, его можно связать с легкостью за 3 дня. То есть первые 2 дня вот эти шестиугольники и третий день на вот обработку горловины, рукавов и низа. Прям одно удовольствие вязать столбиками с одним накидом. Хоть, если честно, я их не очень люблю. Не во всех изделиях он смотрится хорошо. А здесь прям все так уместно. И вот это вот чередование цветов черно-белое, и вот эти столбики с одним накидом, прям все очень хорошо сошлось. Вариаций, как связать этот свитерочек, очень много. Я вам также подскажу, как можно связать из него кардиган. Я вам покажу, какие варианты на рукавах можно сделать, варианты с горлышком, по низу. Так что все эти подсказки будут в течение всего видео. Итак, как мы видим по фото, наш кардиган либо свитерочек состоит из двух половинок, первая и вторая, которые мы потом соединяем шовчиком здесь посередине на спинке и спереди, либо только на спинке, если мы хотим сделать кардиган. Здесь по низу провязано какое-то количество рядов и сделаны вот такие вот рукавчики и горлышко. Также мы видим, что этот свитер связан столбиками с одним накидом. Я тоже хочу связать столбиками с одним накидом, не хочу какой-то плотный узор. Итак, для начала нам нужно связать какие-то детали, которые будут представлять из себя шестиугольник. И смотрите, когда свитер лежит на плоскости, как бы он имеет такой естественный скос, ну, грубо говоря, как у реглана, да, то есть нет такого, что здесь как бы вот эта основная часть полочки, либо спинка прямоугольник, а потом от них просто вот так идут под 90 градусов рукава. Нет, видите, тут как бы естественный скос, то есть видите, это такой уголочек. Я провязала несколько вариантов и в итоге добилась такого естественного скоса. Смотрите, что получилось. Когда я провязала первый вариант, вот такой, у меня получились рукава по отношению к телу свитерочка под 90 градусов. Я поняла, что вот эта вот часть, которая идет как бы на рукава, потом будет топорщиться, когда мы, к примеру, руки будем опускать. Это будет некрасиво и, возможно, неудобно. Поэтому я потом провязала еще пару вариантиков, подбирала правильный, хороший угол, так, чтобы вот был красивый скос вот здесь по плечику. То есть вот это как бы плечиком, вот это вот тело моего свитерочка. Каким образом получается вот этот вот угол? Просто мы добавляем нужное количество прибавок в определенных местах. Я провязывала ряды с прибавками, буквально 3 ряда. Все последующие ряды у меня абсолютно без прибавок. То есть я как бы задала с самого начала, да, то есть вот мы вяжем отсюда. Я задала с самого начала угол и потом просто вяжу, как бы расширяю вот эту свою деталь. Это я закрепила скрепками, просто я сейчас примеряла, чтобы было удобно. А смотрите, на деле, если вот взять и развернуть вот эту деталь, то у нас получится шестиугольник. Смотрите, первая сторона, вторая, третья, четвертая, 5 и 6. Вот такой у нас шестиугольник должен получиться. То есть он в развернутом виде не должен быть плоским. Сейчас мы начинаем вязание вот такой вот детали. Глядя на этот свитерочек, видно, что столбики с одним накидом такие маленькие, более аккуратные. Я вот решила из Alize Lana Gold, я хотела побыстрее сделать этот свитерочек, чтобы он вырос как можно быстрее. То есть чем толще пряжа, тем быстрее у нас вырастает изделие. Если вы хотите добиться примерно такого же результата, просто возьмите пряжу чуть-чуть потоньше. Там, где нить потоньше, например, можно заменить на Yarn Art Merino Deluxe 50. Мы с вами вязали вот эти мастер-классы
из нее. Хорошая пряжа, хорошо ложится в изделие. И такой совет: если вы знаете, что вы будете вязать этот свитерок либо кардиган продолжительное время, то вяжите вот эти два шестиугольника, две детальки параллельно. То есть сейчас вяжите какое-то количество рядов на первой детали и тут же свяжите такое же количество рядов на второй детали. То есть чтобы они у вас росли параллельно. Потому что если вы сейчас свяжете одну деталь большую, потом приступите через время к вязанию второй детали, практически на 100% я уверена, что они у вас получатся разные по размеру. Потому что в одно время вы вязали, например, потуже, а вторую деталь вы начали вязать послабее. Просто потому, что у нас руки не роботы, да, они вот когда как захотят, так и вяжут. Поэтому вяжите параллельно. Начинайте вязание с любого цвета, который вам больше нравится. Я начинала с черного. Итак, смотрите, в кольцо амигуруми, волшебное кольцо, либо скользящую петлю нам нужно набрать 6 пар столбиков с одним накидом, с двумя воздушными петлями между ними. Огибаем 2 пальчика, как обычно, когда мы делаем петельку. Продеваем крючок, вытаскиваем рабочую нить, делаем закрепительную петельку. Вот этот хвостик у нас во время вязания всегда лежит в первом ряду параллельно колечку. Провязываем 2 воздушные петли. Это имитация первого столбика с накидом. Делаем накид в колечко, провязываем столбик с накидом через 2 петли, через 2 петли. Далее между каждыми вот этими парами будет по 2 воздушные петельки. Первая, вторая. Делаем накид, провязываем вторую пару. В колечко провязываем первый столбик с накидом, накид сюда же в колечко, второй столбик. Вторая пара готова. Провязываем 2 воздушные петли, накид в колечко, первый столбик с накидом, накид, второй столбик с накидом. Получилась третья пара. Делаем 2 воздушные петельки и провязываем еще 3 пары. Так, смотрим, что у нас получилось. Считаем: первая пара, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Сейчас нужно за хвостик чуть-чуть потянуть, чтобы здесь в серединке не было отверстия. После 6-й пары делаем, как обычно, 2 воздушные петли. И подсоединяемся в 3-ю петельку вот здесь по краю. Смотрите, считаем: первая, вторая, третья, как бы ровно она посередине между вот этими столбиками. Продеваем крючок, вытаскиваем нить и тут же делаем замену нити на другой цвет. Через 2 петельки на крючке подсоединяем новую нить. Черную нить можно обрезать. Белую и черную нить можно завязать на временные узелочки, на 2 узелочка. Потом мы их будем обрезать с изнанки. Далее, смотрите, вот образовались вот эти вот арочки между нашими вот этими парами столбиков. В них мы всегда на протяжении всего вязания шестиугольника будем провязывать наши уголочки. В каждый уголок мы будем провязывать 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли между ними и сюда же в арочку 2 столбика с накидом. Сейчас нам нужно подобраться к вот этой вот самой ближайшей арочке. Мы это делаем таким образом: с соединительными столбиками подбираемся. Смотрите, у нас есть вот эта вот следующая петелька, которая идет вот прям как бы сразу же следом за вот этим столбиком вторым. Вот она, петелька. Поддеваем прям вот за 2 стеночки петли. Провязываем первый соединительный столбик. И ныряем прям просто в арочку. Второй соединительный столбик. Все, и мы как бы сейчас начнем вязать прям от арочки. Провязываем наш уголочек. Делаем 2 воздушные петли. Имитация первого столбика. Делаем накид в арочку. Провязываем второй столбик с накидом. Первая пара получилась. 2 воздушные петли, накид и сюда же, в эту же арочку провязываем первый столбик с накидом, накид, сюда же второй. Все. Вот такой наш уголочек получился. Начало каждого последующего ряда будет идентично, как я вам сейчас показала. То есть будем начинать вязание с арочки. Далее смотрите повнимательнее. Это сейчас я вам покажу ту схему, которую вот я разработала, чтобы вот это получился такой хороший угол между телом свитерочка и рукавом. И сейчас по вот этой стороне до следующей арочки, то есть до следующего уголочка, нам нужно провязать, уместить 3 столбика с накидом. Смотрите, нам нужно сейчас провязать вот в эту первую петельку, как бы вот она прям сразу же, самая первая после арочки. А во вторую я провяжу просто прибавку, 2 столбика с одним накидом. Смотрите, повнимательнее. Делаем накид, вот прям сразу же первая петелька над вот этим как бы столбиком первым. Провязываем 1 столбик с накидом. И вот следующая петля до уголочка, в нее мы провязываем просто 2 столбика с накидом. Первый накид, второй. Далее наша арочка, провязываем сюда уголок, 2 столбика, 2 воздушные петли, сюда же 2 столбика. Далее следующая сторона провязываем идентично. Сейчас вот в самую первую петельку нужно провязать 1 столбик. Следующая петелька, вот она, провязываем прибавку.
То есть 2 столбика с накидом в одну петельку. Следующая опять арочка, опять провязываем наш уголочек, 2 столбика, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика. И таким образом идентично провязываем еще 1, 2, 3 стороны. Вот довязали почти до конца, до последней арочки, провязали последний уголочек. То есть, как вы уже поняли, у нас как бы по стороне между уголочками по 3 столбика с накидом. 1, который мы вязали, и как бы прибавка 2, то есть 3 столбика. Смотрите, когда мы закончили на нашем уголочке, провязали в последнюю арочку, нам нужно провязать по последней оставшейся стороне. Точно так же делаем, просто тут не потеряйте петельки. Провязываем вот в самую первую, как обычно, столбик с одним накидом. И вот это, как бы, которая как соединительный столбик, который мы провязали в начале, и в нее провязываем 2 столбика. Делаем накид, провязываем 1 столбик, накид, и вот в следующую петельку прибавку, как бы 2 столбика. Вот что у нас получается. Сейчас провязываем соединительный столбик не до конца. А так, смотрите, вот как бы первая петелька изначально набранной косички, вторая, и вот она третья. Продеваем крючок и подсоединяем новый цвет. Через 2 петельки на крючке новым цветом. Белую нить отрезаем, завязываем на временные узелочки, чтобы они не распустились. Далее начинаем вязание следующего ряда. Сначала нам нужно подобраться к арочке. Делаем все то же самое, как вот в прошлом ряду. Провязываем сначала соединительный столбик в петельку целую, вот которая прям перед арочкой, за обе стеночки. Провязываем соединительный столбик и ныряем прям в арочку. Соединительный столбик. Наш уголочек провязываем 2 столбика, воздушные 2 петли, 2 столбика. По этой стороне будем провязывать такую комбинацию по прямой. Смотрите, в самую первую петельку, вот она, сразу же после арочки, вот в эту петельку провязываем сразу же прибавку, то есть 2 столбика, первый, второй. Далее подряд провязываем одинарных 5 столбиков, в следующую петельку провязываем первый столбик, накид, следующую, второй, накид, следующую, третий, накид, следующую петельку, четвертый, накид, следующую петельку, пятый. И вот в последнюю петельку, которая у нас вот как бы между вот этими 2 столбиками перед арочкой, провязываем также прибавку, как и в начале. То есть 2 столбика с накидом в одну петельку. Подобрались к уголочку, провязываем наш угол. Далее следующая наша сторона. Делаем все аналогично, как и с этой первой стороной. В первую петельку провязываем прибавку, потом подряд 5 одинарных столбиков, в самую последнюю петельку, также прибавку, потом уголочек, опять сторона, и так провязываем до конца ряда. Вот что у нас получилось. Смотрите, после последнего уголочка по последней стороне мы провязываем все то же самое. Прибавка, 5 одинарных столбиков. И вот смотрите, прибавку провязываем в самый последний столбик. Не запутайтесь вот в этом месте. Первая и вторая прибавка. Вот как бы прям перед уголочком. Провязываем соединительный столбик в третью петельку. 1, 2, 3. Делаем смену нити. Подсоединяем новый цвет. Черную нить обрезаем. И что у нас получилось вот в этом последнем ряду? По стороне, когда вот мы провязали уголочек, потом, смотрите, мы провязали прибавку, это то есть 2 столбика, 5 одинарных, это 7 столбиков, и опять прибавка в последнюю, то есть 9 столбиков у нас в ряду получилось по прямой стороне, 9 столбиков. Далее опять подбираемся к нашей арочке, провязываем соединительный столбик первый, и прям в арочку второй. Следующий ряд провязываем, начинаем провязывание с уголочка, как обычно. И смотрите, с этого ряда и все последующие, до того, как вот вы наберете любое количество рядов, когда вы захотите, чтобы остановилась расти вот эта ваша деталь, мы больше не будем провязывать прибавки вот в этих сторонах, по сторонам. То есть мы будем провязывать просто одинарные столбики с накидом от уголочка до уголочка. Смотрите, у вас так же, как и у меня, сейчас в следующем ряду в ряд по стороне должно получиться 13 столбиков с одним накидом. Смотрите, провязываем, не забываем про вот эту первую петельку. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и вот 13 последняя прямо перед уголочком. То есть у вас должно получиться все то же самое. Провязываем первый столбик, второй и так до следующего уголочка. Вот, провязали в ряд 13 столбиков, подобрались к уголочку, провязываем как обычно. Далее следующая сторона провязываем идентично с первой петельки одинарных 13 столбиков подряд до следующего уголочка.
Провязали сторону, опять наш уголочек, и таким образом провязываем по всем нашим сторонам. Когда провязываем последнюю сторону, также проверяйте себя, пересчитывайте, чтобы здесь довязать правильное количество столбиков. Вот я провязываю последний 12 и 13, самую последнюю петельку. Опять заканчиваем точно так же ряд. В третью петельку подсоединяем крючок, поддеваем новую нить. Точно так же подбираемся в нашу арочку, провязываем уголок. Смотрите, в этом ряду по стороне у нас должно получиться 17 столбиков с одним накидом. Считаем, смотрите, провязываем сразу же в самую первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот 17, самая последняя петелька перед уголочком. У вас должно получиться то же самое. Как вы уже поняли, если вы поняли, то в каждом последующем ряду у нас будет увеличиваться каждая сторона на 4 петельки. Это получается из-за того, что вот мы провязываем вот здесь в уголочках по 2 петли. Смотрите, как бы вот эта прибавка в уголочке как бы относится к этой стороне. И вот это сюда относится. Помните, вот мы провязали 13 петель в ряду, и плюс вот эти две добавили с этой стороны и с этой стороны. Соответственно, вот в этом новом ряду будем провязывать 17 столбиков подряд. Сейчас провязываем по стороне 17 одинарных столбиков, наш уголочек 17 столбиков, уголочек, и так до конца ряда. И смотрите, как я уже сказала ранее, что далее мы не будем делать никаких прибавок, мы просто будем провязывать все последующие ряды, просто одинарные столбики с накидом. Вот этот мой черный ряд, на котором я сейчас остановилась, в котором мы провязываем по 17 столбиков одинарных. Далее, смотрите, белый ряд у меня состоит из 21 столбика в ряду. Смотрите, вот можно здесь посчитать. Вот этот наш уголочек. Потом считаем, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. И вот начинается уголочек. Все правильно, то есть 17 прибавляем 4. Вот в следующем, в этом ряду у нас получилось 21. В следующем ряду по стороне 25 столбиков, 21 плюс 4, 25, все правильно. В следующем ряду 29, потом 33, потом 37, потом 41, далее 45, далее 49. В последнем рядочке, на котором я остановилась, у меня получилось в ряду 53 столбика с одним накидом. Когда довязали нашу деталь до конца, вот мы соединили соединительным столбиком, ниточку вытаскиваем с изнаночной стороны. В петельку левее продеваем крючок, вытаскиваем туда хвостик, возвращаемся чуть-чуть назад, поддеваем вот как бы за перемычку, выходим крючком в серединку петельки и вот туда вытаскиваем хвостик. Его можно здесь закрепить, завязать на несколько узелочков. И вяжете такое количество рядов, сколько вам нужно. Когда свяжете какое-то большое количество рядочков, начинаете примерять все на себя. Смотрите, нравится ли вам ширина рукава, какая получается. В принципе, мы будем отталкиваться от ширины рукава. На том месте мы и будем останавливаться. Больше не будем продолжать вязать по всем сторонам нашего шестиугольника. И вот смотрите, вот так сидит на мне вот эти две детали. На этом моменте я хочу остановиться. Я точно не могу сказать, как получится изделие из другой пряжи, потому что я вязала по фото. Вот именно из Lana Gold все отлично получилось. Все отлично сидит. К примеру, если вы вяжете из другой пряжи, то старайтесь, чтобы вот этот вот шестиугольник, который у нас лежит в основе, был вот под таким уголочком, чтобы здесь вот под подмышкой был такой уголок, и чтобы здесь был такой естественный скос плеча на плечике. То есть, как вот мы с вами провязали последнюю прибавку в третьем ряду, помните, да, вот мы как бы провязали после уголочка в самую первую петельку прибавку, и потом в конце этого ряда мы провязали в самую последнюю петельку до следующего уголочка также прибавку. То есть, как я вам уже сказала, вот эти прибавки и дают как бы загибание вот этого шестиугольника вот в такой уголок. Возможно, из другой пряжи вам понадобится и в следующем ряду точно так же по каждым из 6 сторонам сразу же в первую и последнюю петельку между уголками провязывать прибавки. То есть это не нужно делать на протяжении всего шестиугольника. Задать вот этот угол нам нужно лишь только в начале, несколькими рядочками. И потом уже провязываем просто без прибавок. Далее смотрите, что мы видим, когда вот у нас закончилась вот эта вот деталька. Видно, да, вот ее уголочек. Здесь провязано просто поворотными рядами еще какое-то количество рядов. То есть то количество рядов, которое не хватает для того, чтобы здесь сомкнуть по спинке и по переду наш свитерочек. Смотрите, такой нюанс. У всех же фигуры абсолютно разные. У кого-то очень худое тело, да, даже просто размеры разные. У кого-то здесь побольше размер. Есть такая вероятность, что вы когда свяжете вот эти две детали, вам уже будет достаточно вот этой вот ширины. То есть вот, грубо говоря, сейчас можно взять, да и уже сшить.
Для этого, если у вас такой случай, вам нужно будет сейчас, когда вот мы будем соединять вот эти вот шовчики, не провязывать, как я сейчас буду делать в своем случае, не от самого уголочка и вот по всему плечику, а оставить какое-то количество не провязанным для того, чтобы мы здесь потом могли просунуть голову. То есть вы должны тоже все это примерять на себя, провязывать, провяжите, сшейте пару вариантиков, то есть свяжите сначала подальше от уголочков, чтобы примерьте на себя. Посмотрите, хорошо ли прилезает голова. И, в принципе, все. Вам не нужно будет заморачиваться над вот этими вот поворотными рядами, которые я сейчас буду провязывать в своем случае, потому что именно этот вариант, как я вот уже вам показала, когда примеряла, он мне не подходит по ширине. Мне нужно добрать ширину именно здесь, в теле кофточки. И что касается хвостиков, я просто с изнаночной стороны завязала на несколько узелочков и обрезала. И сейчас, в моем случае, когда я буду вязать поворотными рядами здесь ровно посередине, до того, как мы будем соединять наши половинки, мне нужно соединить вот эти вот две части. Я буду провязывать от самого начала и до конца по одной из сторон, то есть вот это у нас плечико. Соединяйте либо крючком, либо иголочкой, как вам удобно, какой вам шов больше хочется иметь вот здесь по вашей стороне. Например, если мы будем вязать крючком по лицевой стороне, да, например, смотрите, вот у нас, помните, в уголочке было две воздушные петли. Одна относится как бы к этой стороне, одна к этой. Подсоединяем за обе стеночки в петельку, которая относится к этой стороне. И аналогично сзади подсоединяем ниточку, закрепительная петелька. И провязываем, ну вот, например, соединительные столбики. Таким образом провязываем до конца ряда. Провяжите какое-то количество петелек. Посмотрите, нравится ли вам, какой шов получается. Чтобы он был объемный, шовчик, например, можно провязывать столбиками без накида. Вот, например, смотрите. Провязываю столбики без накида. Он будет такой как бы объемный. И он будет ровно посередине этих двух деталек. Когда мы вяжем соединительными столбиками, эти столбики, петельки, получается, видите, как бы на одной стороне, которая смотрит на нас. А вот этот, видите, столбики без накида. Вот так, разверните, посмотрите, нравится ли вам то, что получается. Можете аналогичным образом попробовать с изнаночной стороны. То есть мы как бы с изнанки вот таким образом будем сшивать. И вот что получится с лицевой. Какой вариант хочу сделать я? Я не хочу, чтобы у меня здесь был какой-то объемный шовчик, поэтому я сейчас с лицевой стороной прикладываю вот так друг к другу две детали. Заправляю в иголочку свою нить, пряжу и буду провязывать змейкой. Мы таким образом соединяли шестиугольники вот в этом мастер-классе жилеточкой. Хороший шовчик получился, незаметный, плоский. Сейчас я продеваю иголочку за переднюю стеночку косички к петельке, в петельку, которая относится как бы к этой стороне в уголочке. И за дальнюю от нас стеночку в петельку на противоположной стороне. Далее будем провязывать вот так сверху вниз, сверху вниз. Следующую петельку проводим за одну из косичек, за дальнюю от нас. А в нижнюю провязываем за ближнюю к нам стеночку косички. Здесь точно так же провязываем. Также провяжите какое-то количество петелек, посмотрите, что получается. Смотрите, он вообще не объемный, плоский. Я, скорее всего, таким образом сейчас довяжу до конца. И на второй детали делаем аналогично. Когда подошли к противоположному краю, здесь точно так же провязываем вот в петельку, которая относится к этой стороне, самый последний стежок. И здесь аналогично. Ниточку можно вывести на изнанку. И закрепляем на несколько узелков. И вот такой красивый шов у нас получился. Когда провязываем, соединяем шовчиком, будь то иголочкой, либо крючком, шов не затягивайте, чтобы он у вас так вот не деформировался. Просто чтобы он в расслабленном состоянии был точно таким же, как вот наше полотно. Итак, когда у нас готовы полностью две детали, мы здесь соединили по плечевому шовчику, вам нужно на этом моменте определиться, какое изделие вы хотите: кардиган, либо свитерок, джемперочек. Сейчас мы будем проделывать одно и то же действие, только в случае, если вы вяжете кардиган, вы будете провязывать только лишь по одной из сторон. Вот, к примеру, вот эта спинка. Вы сейчас будете набирать нужное количество рядов с обоих сторон деталей только лишь на одной стороне. Я в своем случае и те, кто вяжет свитер, мы будем это делать с двух сторон. Смотрите, когда мы вязали вот эти наши шестиугольники, к нам все время
время была обращена лицевая сторона вот этих вот столбиков, поэтому и мы сейчас будем вязать не поворотными рядами, потому что в случае с поворотными рядами мы будем вязать все время чередуем один ряд лицевые, другой изнаночные, лицевые, изнаночные. Это будет некрасиво. Я хочу сделать так, чтобы у меня все на мое полотно моего свитерочка состояло только из лицевых. Поэтому, смотрите, я сейчас беру и подсоединяю нить вот сюда, в самый уголочек снизу. Подсоединяю крючок вот в самый уголочек. Вот смотрите, наши вот эти две петельки. Одна из них относится к этой стороне, одна к этой. Продеваем крючок, который относится к верхней стороне. Продеваем крючок за обе стеночки петли. Подсоединяем другой цвет нити. Делаем закрепительную петельку. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вот в эту же арочку провязываем столбик с одним накидом. То есть мы сейчас как бы провязываем половину уголочка. Далее по стороне просто провязываем одинарные столбики с одним накидом. Смотрите, начинаем как обычно, как и во всех предыдущих рядах. Вот с этой самой первой петельки до самого верха провязываем просто одинарные столбики с одним накидом. Когда подобрались к верху, вот он наш плечевой шовчик, вот мы провязали ряд. Смотрите, провязываем последний столбик в петельку в угловую, которая относится к этой стороне. Провязали. Здесь нам нужно обрезать нашу ниточку чуть-чуть запасом, чтобы нам потом было удобно ее спрятать. Хвостик вытаскиваем. И вот в каждом рядочке можно закреплять на изнанке вот этот хвостик. Далее возвращаемся опять к низу. Опять подсоединяем заново ниточку. То есть подсоединяем сейчас крючок в третью петельку изначально набранной косички. 1, 2, вот третья. За обе стеночки. Подсоединяем новый цвет нити. Делаем закрепительную петельку. Провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И здесь мы уже не будем провязывать половины уголочков. Здесь мы уже будем просто вывязывать, грубо говоря, прямоугольник. То есть сейчас провязываем следующую свободную петельку, вот сразу же после этого столбика. И до верха опять провязываем просто одинарные столбики с одним накидом. Вот такой край по низу у нас будет получаться. Пусть вас не смущает, что он, возможно, неровный может получиться. Потом сейчас, когда мы будем вывязывать здесь по низу резиночку, либо также обвязывать столбиками с одним накидом, это все потом сгладится. Здесь, когда подобрались к верхней части, точно так же провязываем предпоследний столбик и вот в самую последнюю петельку вот последнего столбика предыдущего ряда. Здесь точно так же ниточку обрезаем, возвращаемся опять вниз, подсоединяем новую ниточку. Тут опять в третью петельку изначально набранной косички, подсоединяем новый цвет нити, закрепительная петля, 3 воздушные петельки. И опять начинаем вот со следующей свободной петельки, провязываем просто одинарные столбики с накидом до самого верха. Таким образом у нас здесь будет образовываться такой прямоугольничек. Вот смотрите, вот эта деталька, на которой я уже привязала вот эти дополнительные 2 ряда. На вот этой, на противоположной детали мы начинаем, конечно же, не снизу детали, а сверху, да, чтобы вот мы сейчас начали провязывать лицевыми. То есть здесь мы провязывали снизу наверх, потом опять снизу наверх. Здесь мы будем вязать просто сверху вниз. Потому что если мы сейчас начнем вязать снизу, да, вот мы сейчас вывернем наизнанку, вот это все будет некрасиво, чередование вот этих столбиков. Поэтому здесь то же самое. Смотрите, здесь в самом уголочке вот эту оставшуюся петельку. Здесь, помните, когда мы сшивали по плечевому шовчику, мы задействовали в уголочке одну из петель в углу, которые у нас были. Соответственно, вот оставшаяся петелька, точно так же, как и вот на первой детали мы сейчас делали. Подсоединяем здесь, провязываем здесь до конца, до самого низа. Здесь последний столбик провязываем в петельку, которая относится как бы к этой стороне. Нить обрезаем, опять здесь подсоединяем и провязываем такое количество рядов, сколько вам нужно, чтобы добрать вот ширину желаемого вами кардигана либо свитерочка. На второй детали, в том случае, когда мы провязываем сверху вниз, первый вот этот дополнительный ряд мы провязываем, так, смотрите, вот подхожу к арочке. Первый ряд мы провязываем в арочку 2 столбика. Вот все как вот на первой детали. Так, здесь ниточку обрезаем. И когда мы будем подходить сейчас белой ниточкой опять здесь к низу, мы не будем провязывать опять вот эти двойные столбики, будем провязывать просто в самый последний вот этот вот, в самую последнюю петельку. Размер моей детали получился от самого уголочка до низа 51 сантиметр. Здесь от уголочка до самой середины 32 сантиметра.
Если вы вяжете точно такой же пряжей, как я, точно таким же крючком, сделали такое же количество рядов, как и у меня, это не значит, что у вас получится точно такие же размеры в сантиметрах. Это из-за того, что у нас с вами разная плотность вязания. Итак, смотрите, что получилось. Я провязала 4 дополнительных ряда на одной и на второй детали. Вот таким образом скрепила скрепочками, померила. Очень классно все сидит, нигде ничего не тянет. На этом месте я бы закончила, если бы я вязала кардиган. По вот этому шовчику можно, в принципе, соединить точно так же, как и здесь вы соединяли по плечевому. Далее, то, что можно сделать с рукавами, я сейчас покажу на примере своего свитерочка. Можно сделать обвязку. Делаем обвязку либо точно такими же столбиками. Знаете, кстати, можно провязать несколько рядов, и здесь получится вот такая стоечка, ее можно вот так будет отворачивать, и здесь классный такой воротничок получится. Либо можно сделать обвязку любым типом резинки, который я показала в этом мастер-классе. Можете открыть любой мастер-класс, где мы вязали кардиганы, там, где мы делали обвязку ворота, по низу, также на рукавах. И точно таким же образом сейчас можно провязать по низу. Здесь подсоединяемся, провязываем по низу до этой стороны, провязали какое-то количество, какую-то длину резиночки. И потом здесь от низа резиночки нижней, а также начинаем провязывать здесь по вороту. Ну а что касается меня, сейчас я буду продолжать довязывать нужное количество рядов уже спереди. То есть это у нас была спинка, а здесь у нас будет перед. Смотрите, сейчас, когда я примеряла, вот, к примеру, как будто бы это был перед, мне вот чуть-чуть на горлышко давила вот эта вот часть, провязанная дополнительных рядов. Поэтому я предлагаю на передней части, если вы вяжете также свитер, доходить не до самого конца, а не доходить примерно 2-3 столбика, 2-3 петельки. То есть у нас будет не вот здесь заканчиваться наш дополнительный ряд, а где-то вот здесь. То есть такая будет ступенечка. И когда мы будем надевать вот этот наш свитерочек, здесь нам ничего не будет давить. Потом, в принципе, нам не составит никакого труда и вот так сгладить вот эту ступенечку и также провязать наш ворот. И вот смотрите, что у меня получилось с передней частью. Точно так же я начала снизу. Вяжу первый ряд. Здесь мой уголок, мои детальки. И я не довязала до конца. Смотрите, 1, 2, 3 петельки. То есть я остановилась как бы над третьим столбиком с одним накидом. Вот, закончила ряд. Потом снова подсоединила новую нить здесь в начале, довязала вот белым, а также в последнюю петельку черного ряда. И точно таким же образом провязывала 4 рядочка. Аналогично здесь, с другой стороны. Заднюю часть я уже соединила точно таким же швом, как и на рукавах. Сейчас буду соединять переднюю часть. И смотрите, каким образом выглядит горловина спереди, когда я уже полностью сшила 2 половинки. Здесь мне на горло ничего не давит, все очень комфортно. И, кстати, учтите, контролируйте тот момент, чтобы вы при сшивании этих 2 деталей смогли комфортно продевать голову через это отверстие. И сейчас можно заняться обвязкой по низу нашего свитерочка. Здесь есть несколько вариантов, например, один из них, который буду делать я. Сейчас я подсоединюсь в любом месте и начну вывязывать просто какое-то количество рядов, а также в полосочку, чередуя белый и черный, в длину, до той длины, которую я хочу. Второй вариант. Мы сейчас подсоединяемся в любом месте, набираем нужное количество петель на вашу резиночку, вяжем резинку по вот этому мастер-классу, набираем резиночку и провязываем просто по кругу. Я буду провязывать первый вариант. Сейчас я буду подсоединяться где-то посередине на спинке. Подсоединяем нить рабочую, делаем закрепительную петельку, провязываем 2 воздушные петли, имитация столбика с накидом, делаем накид и вот сразу же в следующую петельку. И таким образом провязываем до вот этого места. Здесь я вам покажу, как провязывать. И смотрите, тут по месту понимаете, куда нужно провязать, так, чтобы это все вот место здесь провязанное сочеталось вот с этим. То есть вяжите не слишком часто. Вот, например, вот в этот столбик, самый, который с краю, можно провязать. Вот не за одну петельку, а захватывайте 2, чтобы тут не было растяжения большого отверстия. Раз, например, провязали, и вот сюда куда-то между вот этими столбиками разных цветов. Далее можно в середину вот этого столбика. Далее можно вот сюда, вот прям между вот этими столбиками. И таким образом провязываем до начала ряда. Подошли к началу ряда. Провязываем вот таким образом самый последний столбик. Через 2 петельки оставляем 2 петли на крючке и через эти 2 петельки новую нить. Закрепляем на узелок, чтобы это все не развязалось. И соединительным столбиком соединяемся в 3-ю петельку изначально набранной косички. 1, 2, 3. Провязываем соединительный столбик. Все, отсюда делаем опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид. И вот прям сразу же в следующую свободную петельку провязываем столбик с накидом.
накид, следующая петелька, и таким образом провязываем до конца ряда. Когда заканчиваем вязание рядов, самый последний столбик провязали, провязываем соединительный столбик, вытаскиваем хвостик с изнаночной стороны, продеваем крючок в следующую петельку справа, потом возвращаемся чуть-чуть левее, в перемычку крючок, вылазим в середину косички по краю и сюда выводим хвостик. И здесь завязываем на узелок и обрезаем. Итак, по низу я провязала всего 3 ряда столбиками с одним накидом. Вот черный, белый, черный. Вы провязываете свое количество, сколько вы хотите, чтобы была длина вашей кофточки. И смотрите, вот на данном этапе, как это выглядит на мне. Сейчас мне и на данном моменте все очень нравится. Такие широкие рукава, даже с такой горловиной. То есть я хочу сделать стоечку, но и такая горловина мне тоже нравится. Мне нравятся вот такие укороченные рукава без резиночки. Если вам нравится такой вариант, можете оставлять и такой вариант. Но смотрите, что можно сделать с горловиной. Ее можно чуть-чуть довести до ума, хотя, в принципе, смотрите, она у нас очень аккуратная. Смотрите, абсолютно аккуратная горловина. Ну, смотрите, что можно сделать. Подсоединяемся в любом месте. Хватаем ниточку рабочую. Вытаскиваем нить, делаем закрепительную петельку. И вот можно провязать просто столбиками, без накида, вот в каждую петельку. Таким образом у нас край будет более законченным, более аккуратным. Смотрите, здесь большие расстояния, так как, видите, помните, это у нас как бы край наших деталей. Возможно, надо будет провязывать в каждую петельку по 2 столбика без накида, то есть чтобы у нас не стягивало изделие. Либо, например, в одну петельку 1 столбик без накида, в другую 2. То есть можно вот таким образом чередовать. Так что провяжите несколько вариантов, посмотрите, как получается именно на вашем изделии, именно в вашем исполнении, потому что у нас у всех разная плотность вязания. Вот такая аккуратная косичка будет по всему вороту. В принципе, этого достаточно. И все, в таком виде у вас уже будет готовое изделие. Я же хочу сейчас провязать несколько рядов по вороту точно такими же столбиками с одним накидом. Я подсоединяю крючок где-нибудь сзади на шее в любом месте. Смотрите, здесь можно подсоединить не прям вот за вот эту вот петельку, да, не просто за вот этот столбик, а вот за 2 петельки в столбике, чтобы здесь не было больших отверстий. Подсоединяем рабочую нить, делаем закрепительную петельку. Делаем 2 воздушные петли, 2 или 3 воздушные петли. Сами посмотрите, как лучше у вас получается. Делаем накид. И вот, в принципе, делаем то же самое, вот как мы делали часть по низу, где вот у нас было вот это вот место, где мы вязали дополнительные ряды. Точно так же можно привязать вот здесь на стыке между цветов. Потом делаем накид в середину этого столбика. Далее накид как бы вот в середину между этими столбиками. Далее опять в середину столбика. И таким образом провязываем первый ряд, делаем соединительную петельку, меняем нить. Точно так же делаем все, как и вот по низу. Провязываем такое количество рядов, сколько вам нужно, примеряйте каждый раз. Если вдруг вы хотите самую малость стянуть вот этот ваш ворот, то есть чтобы резиночка как бы была не просто вот так, да, по прямой, а вот так чуть-чуть как бы заужалась. Но это при условии, если вам позволяет вот этот ваш размер ворота. Окружность ворота, то есть если оно у вас не сильно маленькое. Смотрите, каким образом это можно сделать. То есть это достигается путем убавок. Количество убавок вы сами регулируете. То есть, например, вот в первом ряде можно провязать 4 либо 5 столбиков одинарных и потом вот убавку. Смотрите, как делаем убавку. Делаем накид, провязываем следующий столбик. Через 2 петли только делаем накид, провязываем, как обычно, следующий столбик. Через 2 петли и 3 петли на крючке одной рабочей нитью. Все, и таким образом будет самую малость чуть-чуть заужаться наш воротник, а количество убавок вы должны как бы выявить сами, именно конкретно под свою горловину, потому что она может быть у всех разная. К примеру, провяжите 5 столбиков, убавка, 5 столбиков, убавка, и так чередуйте до конца ряда. Потом поднимайтесь на следующий ряд, возможно, в этом ряду вообще не нужно будет убавок, потому что как бы мы задали тон вот этим первым рядом, и, возможно, в следующих рядах не понадобится. Если понадобится, то в следующих рядах делайте их чуть-чуть пореже, например, не через 5, а через 7, через 8, через 9 столбиков делайте убавку. И вот такая горловина у меня получилась. Всего я провязала 3 ряда столбиками с одним накидом. И что касается рукавов, здесь очень много вариантов. Один из вариантов сейчас подсоединить в любом месте и продолжить вывязывать такую длину рукава, которую вы хотите. То есть, если вы хотите, к примеру, такой широкий прямой рукав без заужения. То есть, делаем все то же самое, как и по низу. Сейчас подсоединимся в любом месте, провязываем первый ряд, потом меняем цвет второй, третий, и так до нужной длины.
Второй вариант. Вот прямо отсюда, вот у нас он как бы сейчас коротенький рукав, начать вывязывать длинную резинку, то есть до того места, вот где вам нужно, чтобы закончилась резинка на запястье. Это, вы знаете, по типу вот таких вот джемперочков, свитерочков, у которых очень длинная резиночка на рукава, то есть она занимает вот прям все вот это пространство от локтя до запястья. То есть сейчас начинаем набирать длинную косичку из нужного вам количества петель и начинаем заужение точно так же, вот как я вам показала, как заусить широкий рукав вот в этом мастер-классе с видами резиночек. Еще один вариант, если вы хотите оставить вот такой короткий рукавчик, что мне очень понравилось, вот я уже связала пример показать, вот такую вот связать короткую резиночку, ну, от такой ширины, которую вы хотите. Я изначально набирала 5 воздушных петель, вот она у меня получилась такая не сильно широкая. И еще один вариант, тот, который на фото, как мы видим по картинке, вот отсюда, от того места, где у нас закончился шестиугольник, видно, да, что вот он чуть-чуть вот так треугольником с заужением к запястью идет. Делается это так же просто, как я вам говорила, если вы захотите заузить горловину. То есть это нужно провязывать с убавками ряды. Сейчас, например, провязываем первый ряд, провязываем, к примеру, это в зависимости от того, насколько широкий у вас рукав получился. Вы это все должны понять практичным путем, поэтому ничего страшного, если вы перевяжете пару раз, зато вы получите идеальный рукав. Провяжем, к примеру, одинарных 5, 6, 7, 8, в зависимости от того, сколько вам нужно одинарных столбиков, потом убавка, опять такое же количество одинарных столбиков, убавка, и так по кругу. Потом смотрим в следующем ряду, нужно ли эти убавки или нет. Возможно, в следующем ряду просто нужно провязать просто в каждую петельку столбик с одним накидом. В следующем ряду, в третьем, нужно провязать еще убавки, то есть чтобы у нас вот такое, да, плавное заужение шло. Провяжите их через 5 одинарных столбиков, либо через 3. Это все подбирается практичным путем, и таким образом вы получите красивый рукав, такой, который вот вам нравится. Резинку на рукавах я провязывала крючком номер 5, таким же, как мы вязали все основное полотно. Когда вы связали свою резиночку, и вам хочется, чтобы она была еще чуть-чуть поуже и была эластичной, просто возьмите вот такую эластичную нить, мы уже с вами ее много где использовали, и пустите вот здесь с изнаночной стороны, близко к краю нашего манжета, вот так просто змейкой, задевая за петельки. Можно сложить в 2 нити, чтобы была резиночка попрочнее и не порвалась. По ширине свитерок получился 59 сантиметров. Здесь от верха до низа 52 сантиметра. От горлышка до резиночки получилось 50 сантиметров. Наш свитерок полностью готов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!